Глава 251. Бедствие. Глядя на Мо Цзэхуань, Хань Ли понял, что сейчас не время просить рассказать ему всю историю, поэтому он сменил тему. Тем временем Мо Цзэхуань привела его в небольшой магазин сбоку от дороги, а затем остановился. «Это здесь?» Хань Ли был слегка удивился и с любопытством взглянул на Мо Цзэхуань. «Да, мы пришли. Здесь у нас с матерью небольшой бизнес. Нам всего лишь необходимы духовные камни, чтобы купить кое-какие духовные пилюли, чтобы излечить ее от болезни», сказала Мо Цзэхуань, глядя на него несколько смущенно. Затем она вошла в магазин первой. Увидев это, Хань Ли улыбнулся. Он ничего не сказал и просто последовал за ней. «Мама, посмотри, кого я привела с собой». Как только Хань Ли вошел в магазин, он услышал, как Мо Цзэхуань говорила это с таким выражением, как будто нашла сокровище. Затем послышался еще один женский голос, который звучал несколько старше. «Кого ты там еще привела? С тех пор, как твой старший дядя Чжи умер, к нам приходит только соседка, тетя Сян Лянь». Без сомнений, этот голос принадлежал госпоже Ян, хотя он был гораздо более хриплым, чем раньше. Нет, старший боевой брат пришел. Я встретила старшего боевого брата здесь, в замке. Воодушевленно воскликнула Мо Цзэхуань. Старший боевой брат. Твои старшие боевые братья все давно умерли. Ты глупый ребенок, твой разум, вероятно, запутался, сказала госпожа Ян, явно обеспокоенная. В это время Хань Ли уже был в магазине. Это была небольшая комната около 70 футов, в которой находилось множество деревянных стоек с аккуратно расположенными низкоранговыми талисманами, разложенными на них, и несколько материалов низкого качества. Была также деревянная дверь, которая вела во внутренние комнаты, а за деревянной стойкой находилась женщина, которая лежала на бамбуковом кресле и смотрела на Мо Цзэхуань с обеспокоенным лицом. Это действительно была госпожа Ян, которую он не видел почти 10 лет, однако она сильно постарела с тех пор, а по ее лицу сразу было видно, что она больна. На ее лице сохранилась лишь тень некогда красивой женщины. Когда Хань Ли вошел в магазин, он, естественно, привлек внимание госпожи Ян. Когда она увидела, что это на самом деле был Хань Ли, она была потрясена настолько, что хотела встать и подойти к нему, но у нее явно не было на это сил. Она только выпрямила верхнюю половину своего тела, прежде чем снова упала. Неподалеку Мо Цзэхуань поспешно потянулась и приподняла ее. «Ты Хань Ли?» Госпожа Ян еле проговорила это. Она была в шоке, но в дополнение к этому на ее лице также появились следы счастья. Хань Ли, естественно, знал, о чем думал другой человек в глубине своего сердца, но, немного поколебавшись, он все же сделал несколько шагов и почтительно поздоровался с ней. «Четвертая боевая мама, здравствуйте. Ты все еще признаете меня женой своего учителя? Ты не обижаешься из-за того, что произошло тогда?» Радость мелькнула на лице госпожи Ян, услышав, как Хань Ли, приветствуя ее, назвал четвертой боевой матерью. Но она не могла не спросить об этом, чтобы развеять все подозрения. Сейчас не имеет значения, что произошло тогда. Тем не менее, отношения мастер-ученик между мной и мастером Мо были настоящими. «Таким образом, я все еще должен называть вас боевой матерью», ответил Хань Ли. Лицо его было спокойным. Что касается яда, который он использовал на мне, так это еще менее актуально. Ведь я сейчас здесь, стою перед вами в полном здравии. Небрежно добавил Хань Ли. Теперь, основываясь на его положение в качестве культиватора стадии заложения фундамента, он, естественно, не должен был обижаться на этих смертных. Яростные споры с госпожой Ян и другими женами его мастера потеряли всякий вес в его глазах. «Да, судя по всему, ты хорошо живешь в мире культиваторов. Не то, что я и твои другие боевые матери. Все мы стали бродячими собаками». Госпожа Ян горько вздохнула, а ее лицо внезапно покраснело от приступа кашля. «Мама, ты в порядке?» Старший боевой брат. Мо Цзэхуань запаниковала и стала нежно гладить свою мать по голове. Она смотрела на Хань Ли взглядом, наполненным мольбами. «Позвольте взглянуть». Хань Ли не мог устоять от жалостливого взгляда Мо Цзэхуань. Он нежно вдохнул, затем вытянул руку и стал щупать пульс госпожи Ян. Спустя какое-то время выражение на его лице стало прежним, и он сказал: «Это несерьезно. Это последствия старой раны. Ваша болезнь – результат старой раны, а отсутствие покоя и годы чрезмерного труда только усугубили ее. Это легко вылечить». С беспокойством спросила Мо Цзэхуань. «Не беспокойтесь, если бы мне пришлось иметь дело с этой старой раной 10 лет назад, это действительно было бы довольно сложно. Но теперь это пустяки», – утешительно сказал Хань Ли.
Затем он вытащил коробку с иголками из своей сумки и сделал госпоже Ян иглоукалывание, в результате чего ее кашель немедленно прекратился. Далее принимайте по одной таблетке каждый день. Через 10 дней вы должны полностью излечиться. Уверенно сказал Хань Ли, вытащив небольшую бутылочку и передав ее госпоже Ян. Госпоже Ян стало совершенно неловко. Болезнь, которая мучила ее годами, на самом деле и действительно прошла без возврата. В это время она светилась, как если бы она стала на много лет моложе. Теперь, когда она получила бутылку с лекарствами, она почувствовала, что ее настроение улучшилось. Что она должна была сказать? Хань Ли. Госпожа Ян только-только начала выражать свою благодарность, когда Хань Ли перебил ее. Теперь вы можете рассказать мне, что произошло с особняком Мо, а также о том, как вы оказались в замке Яньлинь. Хань Ли все еще хотел понять, как это произошло. Услышав это, лицо госпожи Ян тут же изменилось, и она медленно начала рассказывать о том, что произошло в этом году. Оказалось, что когда Хань Ли позаботился о Уян Фитянь из виллы Гегемона, это действительно привело к тому, что ужасающая ассоциация Драконий Поток воспользовалась большим преимуществом и поглотила большую половину земли и выгоды. Однако другой повелитель государства Лань, секта Радуги, тоже откликнулась довольно быстро, проглотив оставшуюся меньшую половину. Таким образом, государство Лань теперь состояло из двух держав, живущих бок о бок. Но так как равновесие между тремя силами было нарушено, то, естественно, на одной горе не могло жить два тигра. В конце концов, когда ужасающая ассоциация Драконий Поток столкнулась в битве с сектой Радуги, они обнаружили, что совершили серьезную ошибку. Они не должны были позволить Ауян Фэйтянь умереть просто так. Сила секты Радуги значительно превосходила их силу. Всего за одно сражение ужасающая ассоциация Драконий Поток потерпела сокрушительное поражение. Затем ужасающая ассоциация Драконий Поток была уничтожена на корню, а особняк Мо также подвергся нападению со всех сторон. Беспомощные женщины могли только пытаться прорваться сквозь осаду, чтобы сбежать, спасая свои жизни. В конце концов, вторая жена госпожа Ли и пятая жена госпожа Ван погибли, вырвавшись из осады, в то время как другие пустились в рассыпную и скрылись. Впоследствии госпожа Ян и Мо Цэхуань постоянно подвергались преследованиям. Когда казалось, они уже совсем были на грани, мужчина средних лет по имени Янь Чжу спас госпожу и, получив их согласие, привел их в замок Яньлин, сделав смертными крепости клана Янь. Янь Чжу был всего лишь на стадии концентрации ци, низкоуровневым учеником в замке Яньлин, и хотя его способности были ограничены, он хорошо относился к госпоже Ян и ее дочери. Через год госпожа Ян решила выйти замуж за этого человека, чтобы отплатить ему за спасение. Но из-за того, что красота Мо Цэхуань была настолько удивительной, и из-за своего страха, леди Янь решила публично заявить, что Мо Цэхуань была вдовой, потерявшей мужа. Страдая из-за смерти мужа, она пришла в этот замок. Таким образом, если бы у Мо Цэхуань появился возлюбленный, она бы могла принять его фамилию и выйти замуж. Госпожа Ян и ее дочь 2 года прожили в замке в мире и спокойствии. Однако, Янь Чжу попал в засаду при выполнении миссии для клана и погиб. Внезапно госпожа Ян и ее дочери стало ни на кого положиться, но они не могли покинуть замок. Они могли только продолжать зависеть исключительно от замка Яньлинь и использовать свои накопления, чтобы открыть небольшой магазин и продолжить более-менее спокойное существование. Хотя доход от магазина был невелик, этого было достаточно, чтобы госпожа Ян смогла обратиться к врачу и купить лекарства от своей болезни. Однако, магазин, торгующий низкоранговыми талисманами, которые оказались вдруг ему недоступны, оказался на грани краха. Каким человеком была госпожа Ян? Она сразу же поняла суть проблемы. Проанализировав ситуацию, она обнаружила человека, который плен интриги из-под-тишка. Как оказалось, какой-то культиватор, который жил неподалеку, влюбился в Мо Цэхуань. На самом деле ему было все равно, что Мо Цэхуань была вдовой, а госпожа Ян, естественно, не соглашалась на его предложение к ее дочери, в результате чего он пришел в ярость. Когда Хань Ли столкнулся с Мо Цэхуань сегодня на улице, она как раз искала нового поставщика магических инструментов. Госпожа Ян медленно проговаривала всю историю, а Мо Цэхуань иногда добавляла несколько предложений. Хань Ли почти сразу все понял. Однако, услышав, что Мо Цэхуань принуждали жениться на ком-то, он не мог не слегка смеяться несколько раз. Кто бы мог ожидать, что на самом деле были люди, которые были готовы силой жениться на этой маленькой дьяволице. Однако эта маленькая дьяволица действительно превратилась в большую дьяволицу за те годы, пока он ее не видел. Хань Ли, спустя столько лет культивации, ты, должно быть, продвинулся выше 9-го уровня, верно? Госпожа Ян снова взглянула на Хань Ли, прежде чем вежливо спросить. Оставшись в замке Яньлин все эти годы, хотя у нее не было способа культивировать, она знала много всего о мире культивации.
Достаточно прилично. Боевая мать, несомненно, хочет, чтобы я занялся этим прилипалой. Этот человек приносит вам неприятности, так?» Хань Ли нежно рассмеялся, прежде чем заговорил прямо. Услышав это, госпожа Ян несколько смутилась и почувствовала облегчение. По тону Хань Ли казалось, что он готов помочь. Глава 252. Расставание. Что вы об этом человеке знаете? Если он не какой-то важный ученик или член клана Яня, и уровень его культивации невелик, я могу пойти поболтать с ним и разрешить все гладко, спокойно сказал Хань Ли, потирая нос. Фактически, он четко понимал, что для того, чтобы навязывать смертной девушке брак, требовалось достаточно высокий уровень культивации. Таким образом, ему следовало быть осторожным. Цэ Хуань уже узнавала об этом ранее. Кажется, он на 5-м уровне культивации. Хотя его фамилия Янь, наверняка, он несущественный член клана Янь. Иначе, если бы он был важным учеником, зачем ему жить среди нас, смертных? Госпожа Ян была достойной главой особняка Мо. Даже при том, что она была в таком положении, ей удалось аккуратно организовать это дело и полностью понять его. Это не вопрос. Пусть младшая боевая сестра покажет мне его дом, я пойду и решу эту проблему. Услышав это, Хань Ли кивнул головой в ответ. Большое спасибо, старший боевой брат. Я знала, что на старшего боевого брата можно положиться. Когда Мо Цэ Хуань услышала это, она очень обрадовалась. Хань Ли, мы действительно побеспокоили тебя. Если бы не ты, иначе, как простые мать и дочь могли бросить вызов культиватору. Глаза госпожи Ян сверкали благодарностью, но затем она вздохнула и беспомощно добавила, хотя это место, кажется, ограничивает культиваторов от издевательства над нами смертными. Многие культиваторы унижают смертных, но кто станет наказывать культиваторов из клана Янь? Более того, если смертный не будет осторожен и фактически начнет вражду с культиватором, то он просто исчезнет без следа. Это довольно распространенное явление. В ее словах четко слышалась беспомощность. В конце концов, по сравнению с той роскошной жизнью, которую они вели в особняке Мо, их нынешняя жизнь, поглотившая их гнев, была, как сказала госпожа Ян, поистине унизительной. Услышав это, Хань Ли промолчал, а потом задал несколько вопросов, которые его беспокоили. Жена мастера, младшая боевая сестра, уже давно достигла подходящего возраста для вступления в брак. Почему она еще не нашла подходящего партнера в замке? Если бы она вышла замуж за культиватора, разве у вас не было бы на кого положиться? Выйти замуж? Я не выйду замуж за культиваторов клана Янь. Как только Хань Ли закончил говорить, госпожа Ян горько улыбнулась, когда Мо Цэ Хуань громко отвергла это предложение с совершенно недовольным выражением лица. Почему? Хань Ли был несколько удивлен. Старший боевой брат. Культиваторы клана Янь неподобающе обращаются с простыми смертными девушками. Если бы кто-то из смертных решил вступить с ними в брак, они бы относились к ней как к рабыне. Такую девушку могли избивать и жестоко наказывать. Лучше я останусь одна на всю жизнь, чем это. Голос Мо Цэ Хуань был очень тревожным. Было ясно, что она больше всего на свете боялась этого. Хань Ли, ты не мог знать этого, но твоя младшая боевая сестра нашла здесь подходящего человека и вышла замуж за культиватора клана Янь. Результат был не таким, как ожидалось. Ее часто оскорбляли, а когда она немного повзрослела, он нашел повод бросить ее, сделав несчастной. Затем этот культиватор снова женился на молодой красивой женщине. Эх, если бы был такой добродушный культиватор, как ее отчим. Но таких действительно слишком мало. Я также не желаю подвергать Цэ Хуань тяжелым испытаниям. Что касается женитьбы на смертном, эта перспектива слишком обширна, но не имеет смысла. Госпожа Ян объяснила действия Мо Цэ Хуань. Вот как? Но в этом случае младшая боевая сестра никогда не собирается выходить замуж. Спросил Хань Ли, нахмурив брови. Когда Хань Ли сказал это, выражение лица госпожи Ян изменилось, как будто она хотела что-то сказать. Но после минутного колебания она решила не говорить этого. Неизвестно, о чем думала Мо Цэ Хуань, поскольку она тоже опустила голову и промолчала. Тогда Хань Ли понял, что атмосфера стала немного напряженной, как будто. Он тут же нарушил молчание, сказав: «Младшая боевая сестра, покажи мне того прилипалу. Давайте сначала решим этот вопрос и поговорим об остальном позже». «Хорошо». Мо Цэ Хуань колебался на мгновение, прежде чем согласиться. Когда госпожа Ян увидела это, у нее не было никакого намерения сопротивляться. Таким образом, Хань Ли и Мо Цэ Хуань вышли из магазина и направились прямо к резиденции того культиватора, которая находилась довольно далеко.
Старший боевой брат, на каком ты уровне культивации? Когда ты постучал в его дверь, это было так, словно мышь увидела кошку. Он беспрестанно называл тебя старшим и несколько раз низко кланялся тебе. Это было с таким уважением, как будто бы он увидел боевого предка. Мо Цэхуань снова повеселела, вспомнив, что сделал Хань Ли. На обратном пути она непрерывно хихикала. Так должна вести себя молодая 20-летняя женщина. Когда Хань Ли увидел это, он слабо улыбнулся и смиренно ответил: «В этом нет ничего странного, я выше его всего лишь на несколько уровней. Согласно обычаям мира культивации, он действительно должен называть меня старшим». Когда Мо Цэхуань услышала это, в ее глазах промелькнуло счастье, и она захихикала еще больше. «Каждый раз, когда я вспоминаю его выражение лица, когда он увидел меня рядом с тобой, я не могу не рассмеяться». На этот раз Хань Ли ничего не сказал и лишь молча улыбнулся Мо Цэхуань. Через мгновение Мо Цэхуань смутилась и повернулась, не говоря ни слова. Но через мгновение она сказала то, что очень удивило Хань Ли. «Старший боевой брат, если у тебя нет духовных корней, действительно ли нет никакого способа культивировать? Я также хочу быть таким же культиватором, как ты». Мо Цэхуань повернула к нему голову с печальным лицом и голосом, полным надежды. При виде этого Хань Ли почувствовал боль в своем сердце, но мог только молчать в ответ. С древних времен невозможно было культивировать без духовных корней. Это была жесткая истина мира культивации за сотни тысяч лет. Разве он мог обладать достаточной способностью разрушить это? Когда Мо Цэхуань увидела выражение Хань Ли, ее пылающее сердце похолодело. Она знала, что у него нет никакого метода изменить это. Это сильно огорчило ее, в результате она отханьли на несколько шагов. Скорость их передвижения явно замедлилась. Когда эти двое оказались неподалеку от небольшого магазина, Хань Ли внезапно остановился и повернулся к Мо Цэхуану, сказав: «У меня все еще есть дела, на которые нужно обратить внимание, и не могу вернуться, чтобы увидеть боевую мать. Мне пора. К счастью, я буду здесь в замке Яньлин еще несколько дней. Возможно, у нас еще будет возможность увидеться». «Что? Старший боевой брат хочет уйти сейчас?» Мо Цэхуань сначала испугалась, но потом очень разочаровалась. Вот несколько десятков духовных камней. Передай их боевой матери на случай непредвиденной ситуации. Сейчас это все, что я могу сделать». Хань Ли достал из своей сумки маленький кожаный мешочек и передал его Мо Цэхуань. «Большое спасибо, старший боевой брат», — мягко ответила Мо Цэхуань. По ее глазам было видно, что она не хотела расставаться. Когда Хань Ли увидел это, зная, почему, но почувствовал необычную боль в своем сердце. Немного поколебавшись, он достал серебряную бутылку и передал ей розовую пилюлю. «Возьми это. Хотя это не сделает тебя культиватором, она сделает так, чтобы твоя внешность никогда не старела, и ты навсегда останешься молодой. Это можно считать моим подарком в качестве старшего боевого брата», — торжественным тоном сказал Хань Ли. «Старший боевой брат, я». Когда Мо Цэхуань услышала это, она была приятно удивлена. Она хотела сказать то, что таилось у нее в сердце. Однако Хань Ли не позволил ей сказать это. Он щелкнул пальцем, и духовная пилюля влетела ей в рот, а она тут же ее проглотила. «Младшая боевая сестра, мне пора. Береги себя». Сказав это, он тут же растворился в воздухе. «Старший боевой брат». Мо Цэхуань окликнула его. Она бросилась вперед и оглянулась по сторонам. Может, от него хоть какой-то след остался. В результате Мо Цэхуань могла только беспомощно вернуться в магазин с печальным выражением. Спустя какое-то время Хань Ли появился в комнате неподалеку отсюда. Оглядевшись на мгновение, он снова исчез, не задумываясь. Хотя Хань Ли не был уверен, что ему скажет эта младшая боевая сестра, он мог сделать довольно точное предположение. Но, к сожалению, хотя им суждено было встретиться, им было не суждено быть вместе. Его чувства к ней еще не достигли этой стадии. Не говоря уже о том, что его жизненный цикл в качестве культиватора стадии заложения фундамента слишком отличался от ее жизни. Именно поэтому он не хотел затрагивать этих чувств. В конце концов, бессильно наблюдать за тем, как люди, которых он любил, увядают на его глазах, было слишком невыносимо. Резиденция небесных журавлей. Название этой чайханы появилось перед Хань Ли. Это было старинное здание высотой в 3 этажа. Недолго думая, Хань Ли вошел внутрь. Это было потому, что он уже чувствовал более 10 вибраций магической силы внутри здания, все они были на одном уровне с его собственной. Только культиваторы на стадии заложения фундамента или выше могли высвобождать такую духовную силу. Он вошел в чайхану и, не оглядываясь, поднялся на 2-й этаж.
Это было потому, что на первом этаже были смертные без малейшей магической силы. Хотя на втором этаже было несколько культиваторов, большинство из них были на стадии концентрации ци. В настоящий момент они ничего не значили в глазах Хань Ли. Однако Хань Ли почувствовал, как колебания магической силы усилились, когда он приблизился к третьему этажу. Глава 253. Секта призрака. Когда Хань Ли поднялся на третий этаж, он сразу почувствовал, как мимо него пронеслось несколько духовных сущностей, заставляя его сердце задрожать. Магическая сила этих культиваторов была средней стадии заложения фундамента, намного больше, чем его стадии. Во время его 4-летней уединенной культивации в своей пещере бессмертного его магическая сила приблизилась к средней стадии заложения фундамента, но, к большому разочарованию Хань Ли, ему еще предстояло пробиться сквозь узкое место. Однако эти мысли были довольно обычными. В конце концов, всего за 4 года он почти достиг середины стадии заложения фундамента, что уже глубоко превосходило скорость обычных культиваторов. Кроме того, это узкое место было первым, с чем он столкнулся на стадии заложения фундамента. Сквозь него невозможно было прорваться только с помощью духовных пилюлей, скорее, это также требовало определенных благоприятных возможностей. И если бы он просто употребил множество различных духовных растений, это бы лишь немного углубило его магическую силу, но он все равно не смог бы легко прорваться через этот слой. Когда Хань Ли думал об этом, он понял, почему все на верхнем этаже оценивали его. Люди третьего этажа были культиваторами стадии заложения фундамента, но было очевидно, что они были разделены на две группы. Одна группа была одета в стиле 7 великих сект государства Юэ. Остальные были в разнообразную одежду и явно были иностранными культиваторами. Культиваторов из 7 великих сект было всего лишь 5, все они сидели за одним столом и о чем-то оживленно беседовали. Казалось, они были близко знакомы. Что касается других культиваторов, их было 7 или 8. Они сидели по одному или в паре. Они молча пили чай с холодным выражением на лицах. Благодаря такой контрастной обстановке Хань Ли мгновенно почувствовал угнетающую, враждебную атмосферу. Прибытие Хань Ли, естественно, вызвало внимание других культиваторов. Кроме тех немногих, кто изучал его вначале, другие тоже обратили на него внимание. Затем, не задумываясь, Хань Ли направился к столу, где сидели культиваторы из 7 великих сект. В конце концов, он был одним из них, их союзником. Иностранцы не обратили никакого внимания на перемещение Хань Ли, в то время как люди из 7 великих сект встали и поприветствовали его с легкой улыбкой. Одетый в желтую форму, Хань Ли, естественно, не должен был ничего говорить. Естественно, эти люди знали, откуда он. «Я Хань Ли из долины Желтого Клена. Приветствую братьев и сестер». Хань Ли поклонился. Из 5 3 были на среднем стадии заложения фундамента, а 2 других были на ранней стадии, как и он сам. Младший боевой брат Хань. Я Уфаци из секты абсолютной пустоты. Это мой младший боевой брат Уюцзы. Эти 3 — младший боевой брат Уз горы духовного зверя, старший боевой брат Бай из секты гигантского меча. С нами младшая боевая сестра Фан из секты Небесной Императорской крепости, старший из 2 священников-даосистов, сидящих за столом. Раз уж вы пришли, вам стоит отведать знаменитый белоснежный чай клана Янь. Эта чайхана специализируется на поставке высокоранговых товаров для культиваторов. Культиватор Уз горы духовного зверя был жизнерадостным человеком средних лет. Как только Хань Ли сел, он немедленно взял чайник и налил Хань Ли чашку белого духовного чая. Хань Ли кивнул с улыбкой в ответ и затем сделал маленький глоток. Независимо от того, искренне ли он наливал ему чай, их поведение было довольно убедительно. Хороший чай. Не обращая особого внимания на этих людей, Хань Ли не мог не похвалить чай. Когда чай оказался у него в желудке, по всему телу разошелся легкий холодок. Чай оставил затяжное послевкусие во рту. Когда культиватор услышал это, он улыбнулся еще шире. Ранее мы никогда не встречали этого младшего боевого брата. Вы недавно принятый блестящий ученик боевого предка долины Желтого Клена. 20-летняя младшая боевая сестра Фан спокойно спросила его. Мой мастер Ли Хуаюань. Я был официально принят его учеником после достижения стадии заложения фундамента. Мой возраст всего лишь несколько пустяковых лет. Надеюсь, старшие боевые братья и сестра дадут мне несколько наставлений. Искренне ответил Хань Ли. Как мы можем давать вам наставления? Все взаимно обмениваются информацией друг с другом. Поскольку младший боевой брат Хань смог стать учеником боевого предка Ли и даже был отправлен в это место, хотя вы еще так молод, у вас, наверняка, выдающийся талант.
Не надо так сильно недооценивать себя. На этот раз заговорил мужчина средних лет из секты Гигантского меча. Несмотря на то, что он казался искренним и внимательным, слова, исходящие из его уст, ничего этого не раскрывали, оставляя Хань Ли несколько удивленным. Хань Ли, естественно, скромничал. Таким образом, кроме этого худого и безмольного Уй Цзы, Хань Ли и другие вступили в оживленную дискуссию. «О чем вы только что говорил?» Спустя какое-то время Хань Ли спросил то, что его интересовало. «Да ничего особенного. Мы делили догадками, почему на этот раз сюда прибыло так много культиваторов из других стран. Это действительно слишком необычно. Хотя башня Инь-Янь очень ценная, она не могла служить поводом для привлечения такого количества иностранцев». Услышав вопрос Хань Ли, Уфа Цзэ очень торжественно ответил на него. Эти слова развеяли сомнения Хань Ли. Он кивнул в знак согласия. Мы несколько раз об этом говорили, но не смогли прийти к выводу. Мы все чувствуем, что шансы на выдающиеся сокровища в этом состязании невелики. В противном случае, здесь бы были не только культиваторы стадии заложения фундамента, но и эксперты стадии формирования ядра. Однако истинных причин мы не знаем, сказала женщина Фан из секты Небесной Императорской крепости. К чему эти пустые подозрения? Через 2 дня начнется ассамблея захвата сокровищ, и все станет известно. Я действительно чувствую себя немного неловко по отношению к культиваторам секты Призрака. В целом, я чувствую, что с ними что-то не так. Они неоднократно избили учеников клана Янь и действительно вызывали слишком много неприятностей. Кто-нибудь из вас знает, откуда они? Спросил мужчина средних лет по имени У, нахмурив брови. Кажется, он действительно сильно беспокоился из-за этих культиваторов. Вопрос культиватора У тут же встревожил всю компанию, в результате чего все переглянулись друг на друга с тревогой, все они первый раз слышали об этой секте. Они, скорее всего, идут по пути дьявольского Да. Никто не знал, из какой страны была эта секта, но, несмотря на это, они смогли заставить запугать клан Янь и ранить множество их учеников. Казалось, их агрессивное высокомерие не знало предела. У всех изменилось выражение лица, даже у Уй Цзы, который до сих не проронил ни слова. Казалось, он что-то знал об этой секте Призрака. «Младший боевой брат, может, ты что-то знаешь об этой секте Призрака?» Уфа Цзэ спросил с большим удивлением. Его младший боевой брат не любил общаться с другими, но он много читал. Возможно, он действительно знал кое-что. Секта Призрака – одна из 6 сект государства Тяньло. Они – эксперты, контролирующие призраков и порабощающие демонов. Они также владеют ядовитыми техниками и несколькими темными техниками. Хотя они являются самой слабой из 6 сект, они более могущественнее и богаче, чем самая сильная секта в государстве Юэ – секты маскирующейся Луны. Подняв голову, Уй Цзы спокойно сказал это, а затем снова замолчал. Тем не менее, этих нескольких слов было достаточно, чтобы заставить выражение лиц каждого сильно измениться. Секта дьявола в государстве Тяньло. Неудивительно, что клан Янь не решился вступать с ним в конфликт. Они в несколько раз сильнее наших 7 сект. В нашем регионе, помимо Альянса Праведного Да государства Фэнду, никакие другие культивирующие страны не смогут противостоять их вторжению. Лицо человека из секты Гигантского меча побледнело, когда он сказал об этом. Мы не ошиблись. С чего вдруг такая великая секта решила посетить наше государство Юэ, да еще и участвовать в столь маленькой ассамблее захвата сокровищ? Спросила женщина Фан, решившись полностью убедиться. Ее слова, естественно, вызывали сомнения. Небесное послание с юга, 2 свиток, статья 4. Уй Цзы проговорил холодным голосом. Ах! Женщина-культиватор сначала не поняла, но через мгновение до нее дошло. Каждая великая секта имела набор древних писаний, в частности, об обычаях и отношениях каждой страны, а также о несколько фантастических легенд и интересных историй. Они также совсем немного касались дел в мире культивации. Однако, поскольку их было слишком много, женщина-культиватор только поспешно просмотрела несколько книг, прежде чем она перестала смотреть дальше. Неужели, что ответы на эти вопросы можно было найти в этих писаниях, она была не единственной? Другие также выразили сомнение. Уй Цзы неохотно проговорил. На 2 свитке не только подробно говорится о секте Призрака, но также подробно представлены другие 5 сект Тяньло. Уй Цзы говорил очень убедительно. На сей раз, кроме того, что они были потрясены, они начали размышлять о том, почему секта Призрака внезапно появилась в клане Янь. Хань Ли, как обычно, массировал свои виски, погружаясь глубоко в свои мысли. 6 сект государства Тяньло намеревалось вторгнуться в государство Юэ. Нет, это неправильно. Государства Юэ и Тяньло были разделены 2 малыми странами, государствами Чо Цзи и Цзян.
прежде чем вторгнуться в Юэ, они должны сначала вторгнуться в эти две небольшие страны. Хотя эти две страны были небольшие, сила их культиваторов вовсе не была слабой. Если бы они присоединились к 7 сектам государства Юэ, для 6 сект дьявольского Да было бы очень сложно так легко и незаметно вторгнуться в две страны. Кроме того, секта соседнего государства Фэнду Альянс Праведного Да следила за ними в оба глаза. Конечно, они не дали бы им возможности увеличить свои силы. Подумав об этом, Хань Ли пришел к еще более устрашающему выводу. Глава 254. Предок клана Янь. Может быть, секта Призрака действовала сама по себе, независимо от других 5 сект дьявольского Да. Если это действительно было так, то праведным сектам было совершенно ни о чем беспокоиться. Даже клан Янь мог справиться с сектой Призрака. В конце концов, в клане Янь было множество культиваторов в стадии формирования ядра. После того, как Хань Ли подумал об этом, ему стало легче. Даже если бы небеса свалились на них, всегда были достаточно сильные люди, которые бы смогли остановить это. Однако, какое отношение теневые дела секты Призрака имели к такому мелкому ученику, как он, на стадии заложения фундамента? Пусть клан Янь сам разбирается с этим. Конечно, ему также следовало быть осторожнее. В конце концов, горящие ворота тоже влияют на рыб в пруду. Он не знал, о чем думали другие люди. Однако, выражения их лиц постепенно приходили в норму. Затем они просто немного поболтали о вопросах культивации и поделились своим опытом друг с другом. Все это очень заинтересовало Хань Ли, и он тут же включился в дискуссию. Время пролетело очень быстро, и постепенно начало темнеть. Все вдоволь наговорились между собой, даже иностранные культиваторы уже ушли. Пришло время прощаться. Обмен опытом между собой принес немало пользы, особенно касаемо средств и возможностей, используемых для прорыва со стороны культиваторов в стадии заложения фундамента. Это уже само по себе сделало это путешествие стоящим для Хань Ли и других культиваторов в стадии заложения фундамента на ранней стадии. Мужчина средних лет по имени О, явно желавший продолжить обсуждение этой темы, заикнулся об еще одной встрече. Завтра кое-кто из них должны были встретиться бы в отдаленном месте и продолжили бы свой долгий разговор. Кроме того, они также решили провести обмен кое-какими мелкими товарами. Это могла быть прекрасная возможность, это предложение получило всеобщее одобрение, Хань Ли, естественно, не возражал. Таким образом, дискуссия была завершена, и они ушли один за другим. Хань Ли заметил гостиницу на своей карте, которая специализируется на приеме внешних культиваторов. Эта гостиница была расположена в юго-восточном углу замка Яньлин. Довольно неприметная гостиница не была очень большой. Она была явно хуже других гостиниц, так что в ней было не очень много культиваторов. Несмотря на это, Хань Ли решил отправиться туда, потому что она была менее популярной. Поскольку людей было меньше, шансы попасть в беду значительно сокращались. Кроме того, близость к городским стенам означала, что Хань Ли мог легко сбежать, и если случится какое-то несчастье, в конце концов, появление культиваторов из секты Призрака поставило Хань Ли в непростое положение. Быть всегда готовым к неожиданностям — главным девиз Хань Ли. Как и ожидалось, в гостинице «Спокойный ветер» было мало посетителей. Поскольку это место не было оживленным, естественно, что люди, находившиеся там, были затворниками. К большому удовольствию Хань Ли получил свою комнату, и никто не поднял шум. Он немедленно нашел чистое место в своей комнате, чтобы сесть. Место, где сейчас находилась Дун Сюанер, его абсолютно не интересовало. В конце концов, к тому времени, когда начнется ассамблея захвата сокровищ, он непременно ее увидит. Когда придет время, ему остается только вернуться в долину Желтого Клена. Когда Хань Ли подумал об этом, он погрузился в глубокий сон. Ночью, когда многие культиваторы уже спали или медитировали, чтобы усовершенствовать ци, в самом высоком здании в башне Яньлин, внутри тщательно охраняемой комнаты павильона Ветреного облака, командного центра замка Яньлин, рыжего старик ходил взад и вперед по комнате, сцепив обе руки за спиной, сохраняя невозмутимое выражение лица. Неподалеку от него стояли трое старика, одетых в серую одежды, с чрезвычайно почтительным выражением на лице. Цзы Цюнь, ученики секты Призрака в самом деле хотели прийти ко мне этой ночью. Рыжий старец, в конце концов, прекратил ходить по комнате и слабо посмотрел на старика посередине. Правильно, досточтимый предок. После того, как молодой мастер секты Призрака завершил боевое состязание, он сказал мне это наедине. Почтительно ответил тот человек. МММ. Рыжий старик беззвучно кивнул головой, но сияние мелькнуло у него в глазах.
В этот момент вошел мужчина средних лет с черной одежде и отдал честь, сказав: «Досточтимый предок, старейшины, гость прибыл». Мы уже договорились о большом зале, но его телохранители сказали, что не хотят ждать снаружи зала. Несколько охранников попытались выпроводить их, но вместо этого они не сдвинулись с места. Кажется, по крайней мере, один находится на стадии формирования ядра. Что нам делать? Почтенный предок, пожалуйста, дайте нам четкие инструкции. Культиватор стадии формирования ядра. Ничего удивительно. Такому молодому мастеру секты действительно нужен сильный телохранитель. Пойдемте и посмотрим. Мне действительно было любопытно посмотреть, что этот молодой мастер секты скрывает под маской. Услышав сообщение человека в черном, рыжий старец нахмурился и произнес это. Затем он первым вышел из комнаты, за ним, естественно, последовали все остальные. Войдя в главный зал, рыжеволосый старик увидел долговязого юношу в серебряной маске дьявола. Он сидел неподвижно на своем месте. За ним стояли двое мужчин в зеленой мантии. У одного из них было морщинистое лицо и седая голова. Другой — мальчик с белыми зубами, красными губами и двумя косичками на голове. В центре зала находилось 7 или 8 одетых в черный цвет культиваторов, которые лежали без сознания на полу, каждый с лицом, заполненным черным ци. Кто я такой, чтобы сравнивать? Итак, это были знаменитые братья Ли. Неудивительно, что вы не выпускаете из виду мой клан Янь. При виде этого зрачки рыжеволосого старика немного сузились, однако в остальном выражение его лица оставалось неизменным. Он подошел к мастеру, подтянул рукава пиджака и сел. Затем он слегка хлопнул в ладоши 2 раза. Несколько человек в черной одежде вошли в зал, молча вытащив людей, лежавших без сознания. Хе-хе, кто бы мог подумать, что репутация нашего брата станет такой огромной. Все знают о преподобном предке клана Янь. Для нас большая честь быть вашим братом. Однако сейчас большой брат Ля Чжи и я ответственны за то, чтобы защитить молодого мастера, который ведет все дела. Если у вас есть к нему какое-то дело, старший брат Янь, пожалуйста, обсудите это с нашим молодым господином. Невинно улыбнувшись, милый мальчик проговорил это таким грубым голосом, что он напоминал расколотый гонг. Охранники клана Янь, которые это услышали, были очень поражены. Когда рыжий старец услышал то, что он сказал, его сердце вздрогнуло. Он слышал о внушительной репутации двоих этих дьяволов. Стоит сказать, что молодой мастер совсем не был обычным человеком. Его взгляд упал на юношу в серебряной маске. Спустя мгновение, оценив его, он беззлобно спросил: «Вы молодой мастер секты призрака. Почему вы носите маску? Может, вы чего стесняетесь? Ваше предположение ошибочно. Я ношу маску по другим, более сложным причинам, обвиняйте этого младшего. Этот младший носит маску для других, более сложных, а не из-за чего-то постыдного. Если старший действительно хочет увидеть, как выглядит младший, то я могу снять маску и показаться вам», — сказал молодой мастер секты призрака с нотками игривости в голосе. Его слова не были ни смиренными, ни надменными. «ГМ. Что хорошего во внешности мужчины? У меня нет таких наклонностей. Почему ваши люди из секты призрака внезапно пришли в наш клан Янь, который находится так далеко? Кроме того, вы ясно дали понять, что хотите встретиться со мной. Теперь, когда я пришел, к чему терять время, просто скажите то, что хотели. У меня нет особого желания попусту тратить время с вами», — предок клана Янь сказал это, равнодушно взглянув на молодого мастера секты призрака. «Хе-хе, поскольку старший так пожелал, я не буду ходить вокруг да около. Мой лорд-отец пожелал, чтобы я вручил письмо старшему. Он также хотел, чтобы я тайно передал вам несколько слов. Когда молодой мастер секты призрака увидел, как предок клан Янь обращался к нему, он по-прежнему оставался спокойным и уравновешенным. «Какое письмо? Я никогда не видел вашего отца раньше. Более того, у клана Янь и вашей секты призрака никогда не было таких дружеских отношений. Какое письмо нужно вы хотите мне передать? Вы даже хотите что-то сказать мне втайне. Вы играете со мной». Старик Янь на мгновение взглянул на братьев Ли и увидел, что они не двигались ни в малейшей степени. Основателю клана Янь было трудно поверить, что это был молодой мастер секты призрака. Естественно, братья Ли, увидев сомнения в его глазах, слегка улыбнулись. Больше они не двигались никоим образом. В этот момент молодой мастер секты призрака достал нефритовый свиток, который у него был под рукой, встал и прошел несколько шагов вперед, но предок клана Янь остался сидеть в том же положении, не собираясь протягивать руку, чтобы взять его. Вместо этого, после того, как он взглянул на нефритовый свиток, он сказал крайне холодно: «Я посмотрю на это письмо позже. Сначала скажите, что вы должны мне сказать».
После того, как я услышу это, я решу, стоит ли мне смотреть это письмо или нет. Когда молодой мастер секты призрака услышал эти слова, он не пошевелился. Вместо этого он вздохнул под маской и слегка пошевелил губами, выплюнув 2 слова, чтобы старик их услышал. Хотя никто, кроме предка клана Янь, не мог услышать эти слова, после того, как он их услышал, он тут же зашевелился. Глубоко вдохнув, он поднялся со стула. Его лицо потемнело. «Давайте мне письмо, а затем следуйте за мной в отдельную комнату». После минуты сомнений рыжий старик сказал это с яростным выражением лица. Таким образом, в присутствии многих учеников клана Янь, предводитель клана Янь повел молодого мастера секты призрака в отдельную комнату, покрытую множеством слоев ограничительных заклинаний. Однако 2 культиватора стадии формирования ядра, которые сопровождали его, остались снаружи. На их лицах не было ни малейшего следа беспокойства. Это было так, как если бы они полностью доверяли молодому мастеру. Они провели в ожидании целую ночь. Глава 255. Тайная встреча. Хань Ли взглянул на формулу таблетки специалиста перед ним и нахмурил брови, потеряв дар речи. Это был 2-й день после того, как Хань Ли прибыл в замок Яньлин. Около 10 культиваторов из различных сект дискутировали с утра до полудня, а затем стали обмениваться различными предметами, которые интересовали друг друга. Каждый человек по очереди перечислял, какие предметы ему необходимы и какие предметы хотели бы обменять, чтобы увидеть, есть ли другие культиваторы, желающие их получить. На самом деле, даже в такой мелкой встрече для обмена было несколько культиваторов, которые желали обменять некоторые высокоранговые предметы. Например, женщина из Небесной Императорской крепости по имени Фан вытащила цветочный небесный камень. Это был лучший материал для усовершенствования магического инструмента для земного атрибута. Его также можно было использовать для улучшения магических сокровищ. У другого культиватора с горы духовного зверя было яйцо демонического зверя 1-го ранга, свистящего ветреного орла. После того, как он вылупится, он может стать весьма полезным помощником для культиватора, способный действовать как охранник или для поиска объектов. Предметы, которые принесли другие люди, хотя и не были такими впечатляющими, как предыдущие 2, но они также были довольно редкими для торгового города материалами и предметами. Среди всех этих предметов Хань Ли нашел духовную траву, необходимую для усовершенствования пилюлю сбора духовной энергии. Это превзошло все ожидания Хань Ли, заставив его взволнованно обменять 7-8 элементных высокоранговых талисманов. Конечно, поскольку растение было не того возраста, что ему требовался, ему нужно было вернуться, чтобы завершить созревание. Однако, обе стороны оказались невероятно довольны таким обменом. Когда настала очередь Хань Ли, он в открытую достал свои элементные высокоранговые талисманы. Он сказал, какие ему требовались ингредиенты духовных растений, и после минуты колебаний он также упомянул, что для обмена доступны всевозможные пилюли. Хань Ли не смог приобрести все материалы, необходимые для его формулы духовных пилюлей. Но это было естественно, поскольку это на самом деле были редкие ингредиенты. Большинство из этих культиваторов даже никогда не слышали таких названий, которые перечислял Хань Ли. Хотя некоторые и показались знакомыми, но ни у кого из них не было подобных материалов. Что же касается формул пилюлей, то эти культиваторы, естественно, не стали бы их обменивать на талисманы. Поскольку все это знали, Хань Ли не ожидал другого ответа. Хань Ли говорил долго, но, видя, что никто так и не вышел вперед для обмена, он понял, что у него мало надежды. Таким образом, он разочарованно решил сесть, когда внезапно кто-то открыл рот и сказал, имеет ли значение, что за формула пилюли. У меня есть одна, но она немного странная. Можете взглянуть и решить, на сколько талисманов вы готовы ее обменять. Услышав это, Хань Ли обрадовался в глубине своего сердца и, не задумываясь, ответил, конечно, прекрасно. Неважно, что это за формула пилюли, я согласен на обмен. Затем Хань Ли обратил внимание на того человека, который хотел обменять формулу пилюли. Это был хладнокровный даосский священник Уюци. Уюци, услышав слова Хань Ли, улыбнулся. Затем он достал лазурный нефритовый свиток и передал его Хань Ли. Другие культиваторы, видя, что кто-то решил обменять формулу пилюли на талисманы, начало удивленно перешептываться между собой. Старший боевой брат Уюци, Уфацзэ, закрыл глаза и откинулся на спинку стула. После того, как Хань Ли просмотрел формулу пилюли несколько раз, он понял, почему Уюци предложил ее на обмен. Это была древняя формула пилюли. Однако это была пилюля, используемая древними культиваторами, специализирующимися на выращивании духовных зверей, пилюля духовного корма.
Согласно тому, что было написано по формуле, большинство демонических зверей не только очень любили ее есть, но после длительного применения она придавала им чудесный эффект повышения ранга духовного зверя. Это была оптимальная духовная пилюля для выращивания духовных зверей. Увидев это, Хань Ли был поражен. Как мог этот культиватор торговать такой ценной формулой? Но когда Хань Ли взглянул на материалы, необходимые для ее усовершенствования, он посмеялся над собой. Теперь он знал, почему другая сторона не оценила эту формулу. Для средних культиваторов материалы, необходимые для усовершенствования пилюли духовного корма, были поистине поразительны. Она требовала почти столько же драгоценных и редких материалов, как и его собственный порошок усовершенствованной ци. Что касаемо материалов, которые так трудно было бы собрать, даже если бы кто-то собрал достаточное количество этих редких материалов, кто бы стал использовать их, чтобы усовершенствовать эту пилюлю духовной пищи для духовных зверей? Естественно, культиватор бы решил сохранить эти материалы, чтобы использовать их для самого себя. В конце концов, культивация собственной магической силы была более важной, чем развитие духовного зверя. Благодетель, вы сказали, что любая формула пилюли подойдет, но вы можете забрать свои слова, если что не так. Хотя этот даосский священник и был проницательным, первоначальное честное и искреннее впечатление, которое он произвел на Хань Ли, вызвало у Хань Ли горькую улыбку. Однако, хотя эта пилюля была непригодной для других, она имела очевидную ценность для Хань Ли. Естественно, он не упустил бы ее. Хань Ли задумался. Затем он достал из своей сумки 10 элементных высокоранговых талисманов и отдал их даосскому священнику. Этого должно было быть достаточно, чтобы удовлетворить его. В конце концов, обычные культиваторы посмотрели бы на эту формулу как на мусор, иначе этот даосский священник давно бы обменялся ей с учениками с горы духовного зверя, вместо того, чтобы хранить ее и по сей день. Как и ожидалось, он взял талисманы и больше не сказал ни слова. После того, как Хань Ли сел, другой культиватор встал и сказал несколько нетерпеливо: «У меня есть железное дерево, в возрасте несколько сотен лет». Обмен на этот предмет еще более накалил атмосферу этой комнаты. Тем временем, внутри павильона ветреного облака клана Янь было созвано тайное собрание клана. Все распорядители и старейшины, которые держали власть, расположились в два ряда, внимательно слушая предка клана Янь. Рядом с предком клана Янь стояла невероятно красивая женщина, в возрасте 17-18 лет, похожая на фею. Секта призрака предоставляет клану Янь условия для возвращения. Они довольно щедры. Они не только передадут нам сутры тысячи духов, но также обещают, что человек из нашего клана Янь будет заместителем их мастера секты. Их единственная просьба заключается в том, что Янер должна выйти замуж за их молодого мастера секты, чтобы парно культивировать с ним искусство великого кровавого духа. Кроме того, положение мастера клана Янь также сохраняется за их детьми. Естественно, положение мастера секты призрака сохраняется аналогичным образом, сказал предок клана Янь. Хотя его голос был не очень громким, он явно доходил до ушей всех, как будто он говорил прямо рядом с ними. Каждый, говорите. Какой путь стоит за нашими спинами? Вы все должны знать, что покойные предшественники клана Янь изначально были культиваторами из секты призрака, но из-за междоусобных конфликтов они покинули секту и основали город внутри Юэ. Нынешнего мастера секты призраков можно считать моим боевым племянником. Из-за этого ни у кого не должно возникнуть никаких опасений. Сосредоточьтесь и рассмотрите только преимущества и потери для нашего клана Янь. Более того, молодой мастер секты призрака принес некоторую информацию. 6 дьявольских сект государства Тянь-Ло собираются вторгнуться в государство Юэ через 5 дней. Государства Цзян и Че-Цзы уже сдались полмесяца назад, и большинство сект двух стран были ликвидированы. Небольшая часть, которая сдалась, попала в подчинение 6 дьявольским сектам. Таким образом, даже если наш клан Янь не согласится с условиями секты призрака, нам следует подумать о том, что произойдет, если 7 великих сект государства Юэ потерпят поражение и как нашему клану выжить. Эта проблема должна быть на переднем плане. Не ожидая, что остальные члены клана Янь ответят на предыдущий вопрос, предок клана Янь сказал еще более удивительные вещи, что привело ко всеобщему оживлению. Что? Государства Цзян и Че-Цзы уже сдались. Это невозможно. Эти два государства совсем не слабые. Как они могли сдаться 6 дьявольским сектам без сопротивления? Как можно говорить о том, что они нападут и на нас? Как они могли выиграть так быстро? Может, у них есть какой-то секрет? Очевидно, что те, кто держал власть в клане Янь, с трудом верили этой информации. Достаточно? Если у кого-то есть вопросы, задавайте их по одному. Так мы не придем ни к какому решению.
Увидев этот хаос, предок клана Янь проговорил это с холодным выражением лица. После этих слов шум сразу же затих. Затем все взгляды сосредоточились на конфуцианском ученом средних лет, сидящем справа от рыжеволосого старца. Когда предок клана Янь ясно увидел ситуацию, он сморщил лоб и дружелюбно сказал конфуцианскому ученому: «Сюанье, что вы об этом думаете? Вы источник мудрости нашего клана Янь. Эти вопросы касаются жизни и смерти клана Янь. Пожалуйста, проанализируйте их всем своим сердцем». «Да, преподобный предок». Конфуцианский ученый не посмел быть небрежным и поспешно ответил. Однако может ли потомок сначала задать несколько вопросов, прежде чем что-либо сказать? «Да, конечно. Не стесняйтесь задавать любые вопросы. Я скажу все, что знаю», — торжественно пообещал предок клана Янь. Получив ответ предка клана Янь, конфуцианский ученый кивнул головой и торжественно спросил: прежде всего, велика ли сила этого искусства великого кровавого духа? Кроме того, как эта техника повлияет на небесные духовные корни племянницы после того, как она станет культивировать в паре с молодым мастером? Во-вторых, как они нашли наш клан Янь и узнали, что мы изначально вышли из секты призрака? Наконец, кто-нибудь еще, кроме них, сообщал достопочтенному предку об оккупации государств Цзян и Четцы 6 дьявольскими сектами? Если это так, то не должен ли Альянс Праведного Да государства Фэнду поспешить с ответом? В одно мгновение конфуцианский ученый задал 3 вопроса.